Доброго времени суток, дорогие друзья! В прошлом ролике о технологической сингулярности я обещал когда-нибудь вернуться к теме мирового правительства. Там, обсуждая статью Билла Джоя «Почему мы не нужны будущему», я приводил достаточно мрачный фрагмент Теодора Качинского о мире, в котором власть над крупными машинными системами может оказаться в руках небольшой элиты. И после такого разговора возникает вполне естественный вопрос, а кто вообще будет управлять миром, если технологии, экономика и глобальные угрозы все меньше помещаются внутри отдельных государств? Может быть, национальное государство форма политической организации, которая когда-нибудь просто перестанет соответствовать устройству мира? Или наоборот, именно национальное государство останется единственным институтом, способным защитить человека от слишком далекой и слишком могущественной глобальной власти? На мой взгляд, этот вопрос интересен еще и потому, что само выражение «мировое правительство» за последние десятилетия успели основательно дискредитировать. Оно часто ассоциируется не с политической философией, а с Бильдербергским клубом, масонами, антисемитскими мифами о тайных элитах и очередными пророчествами о скором конце света. В таком виде обсуждать эту тему, конечно, бессмысленно. Но если открыть не конспирологические форумы, а работы политических философов и экономистов, выясняется довольно любопытная вещь. Вопрос о том, может ли человечество когда-нибудь перейти от системы суверенных государств к более высокому уровню политической организации, обсуждается совершенно серьезно, причем уже очень давно. И сегодня этот вопрос становится особенно интересным, потому что значительная часть процессов, определяющих нашу жизнь, давно перестала быть национальной. Финансовые рынки глобальны, интернет глобален, крупнейшие технологические компании работают одновременно в десятках стран. Климатические изменения не заканчиваются на пограничном столбе, искусственный интеллект может быть создан в одной стране, обучиться на данных со всего мира, использоваться во второй и влиять на экономику в третьей стране. Мир становится все более связанным, а политическая власть по-прежнему в основном организована внутри национальных государств. И отсюда главный вопрос этого выпуска. Устарело ли национальное государство? И если да, что должно прийти ему на смену? Почему вообще появилась идея мирового правительства? Луис Кабрера в эссе «Все за одного», опубликованном в электронном журнале «Эон» в 2014 году, напоминает, что настоящий расцвет идеи мирового правительства пришелся на период с 1945 по 1950-е годы. Причина была довольно очевидна – атомная бомба. После Хиросимы и Нагасаки стало ясно, что война между великими державами впервые способна поставить под вопрос существование самой цивилизации. Кабрера пишет, что идею сильной глобальной власти тогда обсуждали ученые, известные политики и общественные движения, а в Соединенных Штатах Америки обе палаты Конгресса проводили слушания о возможности преобразования Организации Объединенных Наций в более сильную мировую структуру. Альберт Эйнштейн формулировал выбор предельно ясно. Либо человечество создаст один мир, либо рискует однажды остаться вообще без мира. Но практически одновременно Джордж Оруэлл предложил совершенно другой прогноз. В октябре 1945 года, всего через 2 месяца после атомных бомбардировок Японии, он публикует статью «Вы и атомная бомба». Оруэлл рассуждает не столько о мощности нового оружия, сколько о том, как технология меняет политическую структуру общества. Его логика проста. Дешевое оружие распределяет силу, дорогое и сложное концентрирует. Если атомную бомбу могут производить только несколько крупнейших индустриальных держав, то мир, скорее всего, не объединится и не уничтожит себя немедленно. Он разделится между несколькими гигантскими центрами силы.
которые не смогут безнаказанно уничтожить друг друга. Орвелл использует выражение «холодная война» и предполагает, что результатом станет не большой окончательный конфликт, а бесконечное продление мира, который не есть мир. Через несколько лет именно такой мировой порядок во многом и сложился. И здесь уже проявляется первый парадокс. Одни мыслители увидели в ядерном оружии аргумент в пользу объединения человечества, а Оруэлл — аргумент в пользу мира конкурирующих сверхдержав. Если в середине XX века главным аргументом в пользу национального управления стало ядерное оружие, то сегодня перед нами возникает новая технология, последствия которой снова не помещаются внутри государственных границ. В июле 2026 года Организация Объединенных Наций впервые провела глобальный диалог по управлению искусственным интеллектом. Само объяснение ООН звучит довольно недвусмысленно. Ни одна страна не может в одиночку справиться с возможностями и вызовами искусственного интеллекта. В Женеве за одним столом собрались представители государств, членов ООН, технологических компаний, научного сообщества, гражданского общества и технических специалистов. Открывая встречу, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сформулировал вопрос еще жестче. Будем ли мы управлять этой трансформацией вместе или позволим ей управлять нами? Важно, однако, не преувеличивать происходящее. Этот диалог не является мировым правительством и даже не является площадкой для заключения обязательных международных соглашений. Он прямо указывает, что это не переговорный форум, но сам факт появления такой площадки показывает направление движения. Технология становится настолько глобальной, что обсуждать правила ее развития исключительно внутри национальных границ уже трудно. Казалось бы, вот он, еще один аргумент в пользу постепенного усиления глобального управления. Но почти одновременно становится заметен и встречный процесс. В феврале 26 года на Всемирном правительственном саммите в Дубае прошла дискуссия с характерным названием «Является ли технология новым суверенным активом?». И там разговор шел уже не о передаче контроля наверх, а о том, что способность государства контролировать критическую цифровую инфраструктуру, данные и ключевые технологии становится одним из новых признаков национального суверенитета. Глава IBM Арвинд Кришна сформулировал эту мысль довольно точно. Современный суверенитет определяется не изоляцией, а контролем, уверенностью, что критическая инфраструктура страны не может быть отключена или скомпрометирована внешним игроком. Получается любопытное противоречие. Одни и те же технологии одновременно заставляют государства объединяться и заставляют их еще сильнее защищать собственный суверенитет. И именно здесь вопрос о будущем национального государства перестает быть академическим. Что нам действительно необходимо? Все более сильные глобальные институты или наоборот, государства, способные сохранить контроль над собственной экономикой, технологией и политикой? На этот вопрос современные мыслители дают очень разные ответы. И начнем с наиболее радикального из них – Луиса Кабреры. Кабрера возвращает нас к этой дискуссии уже в 21 веке. И важно уточнить, его позиция гораздо осторожнее, чем может показаться по одному заголовку. Он вовсе не говорит «завтра распускаем государство и создаем единое правительство Земли». Более того, ядерный аргумент в пользу немедленного объединения кажется ему опасным. Кабрера прямо предупреждает, что лекарство может оказаться хуже болезни. Успешно созданная глобальная власть способна породить не мировой мир, а мировую гражданскую войну. Представить это нетрудно, если завтра некий новый центр власти объявит, что получает право распоряжаться армиями, ядерными арсеналами, налогами и законами всех стран,
Огромное количество людей воспримет это не как освобождение человечества, а как иностранное господство. Поэтому главный аргумент Кабреры в пользу дальнейшей интеграции не ядерное оружие. Это права и справедливость. Впрочем, в его статье появляется еще одна промежуточная модель, которая мне кажется важной. Кабрера предсказывает идею политолога Дэниела Дьюдни: опасаться следует сразу двух крайностей: и международной анархии, где государство вооружается из страха друг перед другом, и слишком сильной глобальной иерархии. Вместо единого Левиафана Дьюдни предлагает своего рода союз взаимного сдерживания. В одном из мысленных сценариев ядерные державы могли бы передать коды запуска не мировому правителю, а общему органу, без разрешения которого применение оружия было бы невозможно. Сам пример, конечно, почти фантастический. Трудно представить, что ядерные державы одновременно доверят кому-то столь критические полномочия. Но он хорошо показывает важную вещь: между абсолютным государственным суверенитетом и единым мировым государством существует огромное пространство промежуточных конструкций. Сегодня государство одновременно является участником международной системы и последним судьей в вопросе о собственных обязательствах. Сколько оно обязано делать для борьбы с климатическими изменениями? Сколько помогать более бедным странам? Какие международные правила признавать? Когда применять силу? В конечном счете, государство во многом само решает, где проходит граница его обязательств. Кабрера сравнивает это с обществом, в котором каждый человек был бы окончательным судьей в споре, где сам же является стороной. Именно поэтому, пишет он, одних добровольных договоренностей может оказаться недостаточно. Есть и второй аргумент: государственные границы. Историческая реальность, но из этого еще не следует, что они обладают абсолютным нравственным смыслом. Почему права человека должны радикально зависеть от того, по какую сторону случайно проведенной когда-то границы он родился? Отсюда Кабрера приходит к выводу, что если мы действительно хотим надежно защищать базовые права людей, независимо от места рождения, человечеству, вероятно, придется двигаться к более глубокой политической интеграции. И здесь он приводит любопытный исторический масштаб. Когда-то человечество было разбито примерно на сотни тысяч племен, княжеств, королевств и других политических единиц. Сегодня суверенных государств меньше 200. Сам по себе этот тренд ничего не доказывает, но показывает, что политические единицы в истории не являются вечными. Кабрера даже шутливо отвечает на вопрос, когда может появиться мировое правительство. Мой обычный ответ: через 800 лет. Хотя, признаюсь, я не вполне просчитал всю траекторию. Мне нравится эта оговорка, потому что она сразу возвращает разговор из области пророчеств в область гипотезы. Европейский Союз Кабрера тоже не считает готовым мировым правительством в миниатюре. Для него это скорее живая лаборатория. Можно посмотреть, что происходит, когда независимые государства передают часть полномочий наднациональным институтам, но сохраняя значительную долю собственного суверенитета. Это особенно интересно потому, что мировое управление в реальности, скорее всего, и не появится в один прекрасный день после подписания какого-нибудь договора о создании государств планеты Земля. Оно может нарастать постепенно. Международные суды, общие регуляторы, региональные союзы, органы безопасности, экономические институты. Формально государства остаются суверенными, но все больше решений принимается в структурах, существующих над их границами. Кабрера даже пишет, что практическое строительство мирового государства в некоторых функциях уже идет, хотя политики почти никогда не называют его такими словами. И вот здесь появляется человек, который смотрит на эту лабораторию совсем с другой стороны.
Экономист Дэнни Родрик в эссе «Почему национальные государства– это хорошо» формулирует почти противоположную позицию. Его исходный тезис очень простой. Рынок не существует сам по себе. Рынки не создают, не регулируют, не стабилизируют и не легитимируют себя сами. За работающим рынком всегда стоят институты, суды, которые обеспечивают исполнение договоров, центральные банки, финансовое регулирование, налоги, социальное страхование, правила безопасности, механизмы перераспределения, инфраструктура, система разрешения конфликтов. И до сих пор почти весь этот сложный институциональный фундамент создает прежде всего национальное государство. Глобальный рынок существует. Полноценного глобального государства, которое обеспечивало бы для него такую же систему правил, нет. Отсюда Родрик делает вывод, который идет наперекор привычной идее о неизбежном исчезновении границ. Слишком глубокая глобализация способна не укрепить капитализм, а подорвать его политический и институциональный фундамент. И здесь важно не сводить его аргумент к банальному «каждая страна должна думать только о себе». Родрик прямо признает необходимость глобального сотрудничества там, где существуют настоящие глобальные общественные блага. Например, в борьбе с изменением климата или пандемиями. Но экономическое устройство он предлагает не унифицировать. Почему? Потому что разные общества по-разному отвечают на одни и те же вопросы. Насколько мы готовы пожертвовать финансовыми инвестициями ради стабильности? Какой уровень социальных гарантий считать справедливым? Насколько жестко регулировать банки? Сколько риска общество готово принять ради экономического роста? У этих вопросов нет единственного технически правильного ответа. Слабое финансовое регулирование может ускорить появление новых продуктов и дешевого капитала, но одновременно повысить вероятность кризиса. Жесткое регулирование делает систему стабильнее, но может тормозить инновации и ограничить доступ к финансированию. Разные страны могут выбирать разные точки равновесия. И здесь у Родрика появляется, на мой взгляд, одна из самых сильных формулировок всей дискуссии. Институциональное разнообразие между странами – самое близкое к настоящей лаборатории капитализма, что мы можем получить. Одна страна вводит новую систему регулирования, другая сохраняет более консервативную модель, третья пробует новый социальный институт. Если эксперимент оказывается удачным, его начинают копировать. Если приводит к кризису, остальные получают возможность не повторять ошибку. В единой мировой системе такой возможности может стать гораздо меньше. Ошибка центра превращается уже не в ошибку одной страны, а в ошибку всей системы. Любопытно, что сам Родрик в более ранней статье 2000 года сформулировал знаменитую политическую трилемму мировой экономики. Глубокая международная экономическая интеграция, национальный суверенитет и массовая демократия не могут существовать одновременно в полной мере. Из трех элементов приходится выбирать два. В той работе, размышляя о мире через 100 лет, Родрик даже допускал, что проигравшим элементом окажется именно национальное государство, а его место постепенно займет нечто похожее на глобальный федерализм. Кабрера же в своей статье 2014 года прямо обращается к этой гипотезе. Тем интереснее читать Родрика 2017 года, где акцент уже другой. Прежде чем демонтировать национальный уровень, неплохо бы понять, кто будет выполнять его функции и откуда у новой системы появится политическая легитимность. И это, пожалуй, одна из центральных проблем всего нашего разговора. Если экономические правила становятся глобальными, а демократия остается национальной, все больше решений уходит от избирателя. Если же мы хотим сохранить и глобальный рынок, и полноценную демократию, саму демократическую политику
придется когда-нибудь поднимать выше уровня государства. Но Родрик позднее все сильнее подчеркивает другую сторону. Пока реального глобального политического сообщества и глобальных институтов с сопоставимой легитимностью не существует, разрушать национальный уровень крайне рискованно. Получается интересная конструкция. Кабрера спрашивает, как государство может быть последним судьей собственных международных обязательств. Родрик отвечает другим вопросом. А кто даст глобальному судье право решать за общества, которые живут по разным правилам и имеют разные представления о справедливости? Именно поэтому спор мировое правительство или национальное государство начинает выглядеть слишком примитивным. В 2024 году Джонатан Блейк и Нилс Гилман публикуют в ЭОН статью «Управление в интересах планеты» и начинает ее с истории переговоров о международном соглашении о пандемии. На момент написания статьи переговоры зашли в тупик. Все вроде бы были согласны, что следующая пандемия снова станет общей проблемой. Но когда разговор дошел до обмена данными о патогенах, доступности вакцин, интеллектуальной собственности и полномочий Всемирной организации здравоохранения, на первый план немедленно вышел вопрос суверенитета. Блейк и Гилман формулируют проблему почти афористично. В политике нет никакого мира, есть только государство. Для патогенов нет никаких государств, есть только мир. Вот, пожалуй, наиболее точное описание масштаба конфликта. Углекислый газ не останавливается на пограничном пункте, вирус не спрашивает разрешения на въезд, загрязнение океана не признает территориальных вод, потеря биоразнообразия, устойчивость к антибиотикам, космический мусор – все больше проблем существует на масштабе, который не совпадает с политической картой мира. Отсюда можно было бы ожидать, что Блейк и Гилман предложат мировое государство, но нет. Они считают, что единое мировое правительство для таких задач тоже слишком грубый инструмент. Планетарные проблемы одновременно глобальны и локальны. Климат меняется на всей Земле. На последствия засухи в одном регионе и наводнения в другом совершенно различны. Пандемия охватывает планету, но реальная работа больниц, карантинных служб и местных властей происходит на Земле, в конкретных городах и сообществах. Поэтому авторы предлагают модель планетарной субсидиарности. В упрощенном виде 3 уровня – местный, национальный и планетарный. Главный принцип звучит так. Решения должны приниматься на самом низком уровне, который действительно способен решить проблему. Более высокий уровень получает полномочия только тогда, когда нижний объективно не справляется с масштабами задач. Например, климат. Планетарный институт может определить общий допустимый углеродный бюджет, потому что атмосфера одна для всех, но он не обязан решать, какую электростанцию закрывать в конкретной области или каким способом перестраивать транспорт в конкретном городе. Национальное государство распределяет экономические издержки. Кто получит компенсацию, какие отрасли будут поддержаны, кто заплатит за переход. А местные власти выбирают конкретный способ выполнения общей цели с учетом экономики, культуры и географии своего региона. Причем Блейк и Гилман специально подчеркивают, планетарные институты – это не мировое правительство. Они не предлагают единый центр с общей властью над всей жизнью человечества. Наоборот, для каждой планетарной проблемы может существовать отдельный институт с узкими, заранее определенными полномочиями. Это довольно существенная разница. Не президент планеты Земля, который решает все, а условно планетарное агентство по пандемиям, планетарный климатический институт, возможно, отдельные структуры для других трансграничных угроз. Национальное государство при этом не исчезает. Более того, авторы прямо оставляют за ним одну из важнейших функций – экономическое распределение и перераспределение.
Здесь их позиция неожиданно сближается с Родриком. И получается уже не вертикаль, местный губернатор, национальный президент, президент планеты, а сеть разных уровней власти, каждый из которых получает только ту компетенцию, для которой его масштаб подходит лучше всего. И вот здесь я бы вернулся к вопросу из названия нашего ролика «Устарело ли национальное государство?». После прочтения этих статей мне кажется, что ответ «да» слишком простой, но и ответ «нет» уже не очень убедителен. Национальное государство остается практически единственным политическим институтом, способным собирать налоги, перераспределять огромные ресурсы, содержать социальную систему, обеспечивать суды, инфраструктуру и в той или иной форме получать демократическую легитимность от конкретного общества. Родрик прав. Уничтожить этот уровень, надеясь, что рынок или международная организация автоматически заменит его, крайне рискованная идея. Но Блейк и Гильман тоже правы в другом. Масштаб государства все чаще не совпадает с масштабом проблемы. А Кабрера добавляет третий неприятный вопрос. Если государства остаются последними судьями собственных международных обязательств, кто защищает интересы тех, кто находится за их границами? В интернете иногда повторяют формулу «капитализм без глобализма– это гарантированные войны за ресурсы и рынки сбыта». Мне кажется, она слишком механически переносит логику конца XIX– начала XX века на современный мир. Сегодня контроль над ресурсом вовсе не обязательно требует завоевания территории. Куда дешевле построить систему контрактов, инвестиций, долгов, политических связей и зависимости местных элит, при которой необходимые ресурсы и так будут двигаться туда, где за них готовы платить. Это не делает современный мир справедливее и уж точно не отменяет войн. Но формы экономического влияния стали гораздо разнообразнее прямой колониальной оккупации. Более того, экономическая взаимозависимость сама создает двоякий эффект. С одной стороны, война между тесно связанными экономиками становится дороже, с другой – торговля, технологии, транспортные коридоры, финансовые расчеты и доступ к критическим ресурсам превращаются в инструменты давления. То есть глобализация не уничтожает борьбу за интересы, она во многом меняет ее форму. И это еще один аргумент против слишком простого выбора между суверенным миром и единым миром. И поэтому вопрос, на мой взгляд, уже не сводится к тому, нужны ли нам границы вообще. Вопрос в другом. На каком уровне должна находиться конкретная власть? Какие решения действительно должны оставаться у государства? Какие можно отдавать городу или региону, а какие невозможно решить, пока почти 200 правительств обладает правом в любой момент сказать «это наше внутреннее дело». И здесь возникает проблема, которая кажется мне даже важнее самого термина мирового правительства. Представьте, что существует планетарный институт, который действительно способен предотвращать новые пандемии. Он может требовать от государств немедленно передавать данные о новых патогенах, допускать международных инспекторов и выполнять обязательные санитарные меры. Допустим, благодаря этому он реально спасает миллионы жизней. Но тем самым мы признаем, что существует власть выше национального правительства. Готовы ли мы на это? А теперь представьте такой же институт в области климата, или ядерного оружия, или, возвращаясь к предыдущему ролику, искусственного интеллекта, где заканчивается необходимая координация и начинается власть, которую уже невозможно контролировать снизу. Возможно ли будущее не за двумя крайностями, не за миром полностью изолированных суверенных государств и не за единым государством планеты Земля? Возможно, оно за системой нескольких уровней власти, где национальное государство сохранится, но перестанет быть единственным политическим центром, обладающим последним словом практически по любому вопросу. И тогда национальное государство устарело не потому, что его пора отменить. Возможно, оно устарело в другом смысле. Оно перестало быть достаточным. И спор,
2026 года вокруг искусственного интеллекта хорошо это показывает. С одной стороны, государства уже садятся за общий стол, потому что понимают, некоторые технологии невозможно регулировать поодиночке. С другой, те же государства все настойчивее говорят о технологическом суверенитете и стремятся не потерять контроль над инфраструктурой, от которой будет зависеть их будущее. То есть этот конфликт уже происходит. Мы не рассуждаем о политической системе 22 века. Мы прямо сейчас решаем, какие полномочия должны оставаться внутри государства, а какие придется разделить с остальным миром. И мне действительно интересно ваше мнение. Если проблема затрагивает всю планету, климат, пандемия, ядерное оружие или искусственный интеллект, готовы ли вы передать часть национального суверенитета институту, который способен принимать обязательные решения для всех государств? Если готовы, где вы проведете границу его полномочий? А если нет, каким образом тогда решать проблемы, для которых государственных границ просто не существует? Нам необходимо мировое правительство? Или нужно сохранить нынешнюю систему национальных государств? Или будущее именно за третьей моделью? Сильные государства плюс ограниченные планетарные институты с четко распределенными полномочиями. Напишите, какой вариант кажется вам наиболее жизнеспособным, потому что, возможно, главный политический вопрос ближайших десятилетий будет заключаться в том, какую часть своей власти они смогут или будут вынуждены разделить с остальным миром.